В этом выпуске фигуристка Плющенко превзошла главную юниорку Тутберидзе. Контрольные прокаты сборной России среди юниоров по фигурному катанию сезона 2021-2022. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала срок для принятия решения о продолжении карьеры. А теперь обо всем по порядку. Фигуристка Плющенко превзошла главную юниорку Тутберидзе. Вероника Жилина показала чистый тройной аксель на контрольных прокатах юниорок в Новогорске. Акатьева ошиблась в первом же прокате. Новый сезон в фигурном катании все ближе, а для юниоров сборной России он уже, по сути, стартовал. На базе в Новогорске настоящее предсезонное обострение, контрольные прокаты юниоров. И пусть они не имеют статуса официальных соревнований, зато показывают степень готовности лучших молодых фигуристов страны. И первое же выступление фигуристок принесло немало сюрпризов. Самые звездные и перспективные фигуристки своего поколения допустили грубые ошибки, а лучше всех себя проявила ученица Евгения Плющенко в образе супергероя. Вероника превзошла главную юниорку Тутберидзе. Так неужели Акатьева и Самоделкина потеряли тройной аксель? Или на единичные ошибки не стоит обращать внимания? Лидеры оказались не безупречны. Волей жребия фаворитки нынешнего сезона оказались в первой разминке, однако открывать контрольные прокаты предстояло не им, а Софье Муравьевой. В прошлом сезоне ученица Евгения Плющенко преподнесла сюрприз на первенстве России в Красноярске, где выиграла короткую программу и в итоге завоевала бронзу. В этот раз Софья справилась хуже. Трогательный номер под композицию «На миг вид пас Селин Дион» смотрелся очень симпатично, но падение на последнем прыжке сильно подпортило впечатление. При этом в целом сложилось ощущение, что ее программа отлично отработана, а долгий заход на двойной аксель намекает, что фигуристка готова добавить еще один оборот. К сожалению, форма Софьи Самоделкиной пока настораживает. По физическим показателям фигуристка пока уступает себе образца прошлого сезона. Перед прокатом ученица Сергея Давыдова выглядела неуверенно, что, видимо, сказалось и на выступлении. Софья упала с тройного акселя и осталась без каскада, а в концовке испортила выезд с Лутца. Возможно, из-за неоптимального состояния фигуристки, вау-эффекта ее программа не произвела. Главная звезда своего поколения Софья Акатьева тоже не смогла открыть сезон безупречным прокатом. В самом начале спортсменка сорвала каскад из тройного акселя и тройного тулупа. Остальные элементы Акатьева выполнила безупречно, однако далеко не это привлекло внимание зрителей. Стало заметно, что у Софьи улучшилось скольжение, необычайно сложные переходы и шаги давались ей с большой легкостью, отчего программа под музыку итальянского композитора Эцио Босса выглядела целостной и сбалансированной. С этой постановкой Софья точно сможет решать серьезные задачи, включая достойный дебют на взрослом чемпионате России. Стабильность без ультра-Си. На фоне других юниорок выгодно выделялась 16-летняя Анна Фролова. Фигуристке из ЦСКА даже без элементов ультра-Си удалось завладеть вниманием зрителей, следивших за каждым ее движением. Современная хореография, экспрессивное катание и продуманный образ сделали ее выступление одним из самых ярких. И, пожалуй, только Анна смогла показать на льду Новогорска по-настоящему взрослое, женственное катание. Ярко начиналась и вторая разминка. Мария Захарова даже в черном тренировочном костюме смогла передать зажигательную атмосферу либертанго Астора Пьяццолы. Отличительной чертой ее проката стали стремительные вращения и четкие дорожки шагов, фигуристка очень точно попадала в музыкальные акценты. Не разочаровала и Елизавета Берестовская, со своей программой она справилась на все 100%, очень уверенный прокат. Продолжили тенденцию стабильных выступлений без ультра-Си Елизавета Куликова и Анастасия Зинина. Обе фигуристки безошибочно выполнили свои программы, чем очень порадовали своих тренеров. Сразу после проката Евгений Плющенко похвалил свою ученицу, было видно, что он доволен результатом. За короткий срок.
Зинина перешла в Ангелы Плющенко лишь по окончании сезона 2020-2021. Фигуристка добилась внушительного прогресса. Из Жилиной сделали супергероя. Но по-настоящему удивила другая ученица Плющенко, Вероника Жилина. Как будто позабыв о прошлых неудачах, 13-летняя спортсменка выдала качественный прокат. Она предстала в ярком образе подружки Джокера, Харли Квинн, и показала ураганное силовое катание. Кроме того, она единственная из фигуристок чисто исполнила элемент ультра-си, каскад тройной аксель. Тройной тулуп был выполнен безукоризненно. И если бы не обидная ошибка на последнем прыжке, Нику можно было бы считать безоговорочным лидером открытых прокатов. Не изменила своему стилю Аделия Петросян, представляющая «Хрустальный». Энергичное танго в ее исполнении было великолепно. Правда, решение сохранить программу еще на один сезон лишило зрителей чувства новизны. А вот у ее коллеги по группе Дарьи Садковой выступление не задалось. Жесткое падение на одном из прыжков едва не сбило фигуристку с ритма, но Даша вовремя собралась и завершила номер на высокой ноте. При этом совершенно очевидно, что музыкальное сопровождение с громким и немного вульгарным вокалом абсолютно не подходит хрупкой и пластичной девочке. Но контрольные прокаты для того и нужны, чтобы высматривать ошибки и устранять слабые места при подготовке к сезону. Фигуристка Медведева назвала срок для принятия решения о продолжении карьеры. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что пропустит предстоящий сезон. «Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый сезон дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, поэтому этот мы решили пропустить. Планы касательно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживем, увидим», — сообщила Евгения Медведева. Спортсменка также рассказала об отношениях с тренером Этери Тутберидзе. Напомним, Евгения Медведева в прошлом году приняла решение прекратить сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером и вернуться в «Хрустальный». «Все хорошо. У нас хорошие отношения. Полное взаимопонимание. Она понимает меня, то, как тяжело дался прошлый сезон, и знает всю ситуацию, в которой я оказалась. Я ей очень благодарна», — добавила Медведева. Медведева пропустила все официальные соревнования в прошлом сезоне из-за обострившейся травмы спины. Фигуристка не вошла в состав сборной России на новый олимпийский сезон 2021-2022.